Сегодня мы поговорим о 8 признаках, при которых пора обратиться к врачу. Я не даю медицинских советов и не делаю заявлений, это лишь мое мнение. Так что посоветуйтесь с врачом, прежде чем следовать моему совету — пойти к врачу. Ерунда какая-то. Я знаю, что вы подумаете, все это очевидно, и так понятно. Это все знают. Но все не так просто. Первый признак — если вы падаете в обморок или отключаетесь, сходите проверьтесь. Такое бывает после упражнений и голодания. Бывает, если не принять электролиты. Если это так, примите электролиты или морскую соль. Но в любом случае, если у вас регулярные обмороки, обратитесь за консультацией к врачу. Возможно, есть проблема с вегетативной нервной системой. Второй признак — если вы сильно похудели, но диету при этом не меняли. Вы все еще едите вредную пищу, но вдруг начинаете быстро худеть. Сходите к врачу и выясните, в чем дело. Третий признак — хронический запор. Когда я еще практиковал, ко мне пришла одна пациентка из пригорода. Она хотела похудеть. Она была очень полной, и выяснилось, что она страдает ужасным запором. Она ходит в туалет раз в 2 недели. И при этом она думает о похудении. Нужно разобраться с запором, потому что он отвлекает внимание от менее важной проблемы. В общем, я дал той женщине совет, а когда я пошел обедать, я вышел из здания и прошел мимо ее машины. И знаете, ее машина была просто завалена упаковками из разных забегаловок и прочим мусором. Итак, если у вас хронический запор, обратитесь к врачу, сделайте колоноскопию, выясните, что происходит. Ситуация может быть весьма опасной. Тоже с хроническим поносом. Так можно потерять много электролитов, это тоже может быть очень опасно. Теряется цинк, калий, натрий, даже витамин D. Это может быть опасно для сердца. Четвертый признак — частое мочеиспускание или избыточная жажда. Надеюсь, вы смотрели мои видео и знаете, что здоровая диета и интервальное голодание могут решить проблему диабета. Но если вы часто бегаете в туалет и у вас жажда, есть вероятность повышенного сахара в крови. Нужно сдать анализы и понять, в чем дело. Пятый признак — боль в груди, в левой руке или в челюсти. Это может быть несварение, причина может быть другой, но не помешает сдать анализ, сделать ЭКГ, тщательнее разобраться в причинах, чтобы исключить проблемы с сердцем. Шестой признак — если речь становится невнятной, опущен один уголок рта с одной стороны, теряется зрение или половину тела внезапно парализует. Срочно вызывайте врача. Это похоже на инсульт. Кстати, еще одно замечание. Если сразу после инсульта сходить на гипербарическую оксигенацию, это значительно уменьшит ущерб, нанесенный организму. Седьмой признак. Если у вас кровь в моче, во рту или в носу, обращайтесь к врачу. Кашель с кровью может появиться из-за инфекции или по другой причине. Если кровь идет из носа, это может быть по какой-то простой причине, например, из-за аллергии. Но я сейчас о более серьезной проблеме, при которой крови много. Это плохо. Восьмой признак. У вас есть симптомы, которые не меняются при смене рациона. Вы начали здоровое кето, интервальное голодание, но хронические симптомы остались. Говоря по правде, сталкиваясь с проблемой, особенно хронической, лучше обратиться за консультацией, чтобы получить больше данных. Сдайте анализы, разберитесь. Итак, подведу итог. Чтобы не столкнуться с этими симптомами, а с ними лучше не сталкиваться, переходите на здоровое кето и интервальное голодание. Ссылки под видео.